Мой отец погиб под Ленинградом. Дед решил перевести его прах на родную землю. Прежде чем двинуться в путь, мы поставили отцу могильник. Дед боялся, что место займут. Марьям апа. Марьям.
Тезірек жүріңіз. Қалып Идем скорее, опоздаем. Ойбай! Ана қара! Смотри, уже паровоз прицепили. Қандай еді өзі? А? Ну, какой Киімі он был? қандай? Жарықтау сары болады. Как был Орыстың одет? бәрі сары. Худой, рыжий. Все рыжие. Жүріңіз, үстіне шығайық. Жүр, жүр. Давай на крышу полезем. Байқа, ей! Что надо? Рыжий, ты будешь? Осы мана. О, салам Он алейкум. самый. Әлік наша. Ну, как корова, здоровье? А? Я говорю, тете, как дяди. Это внук, что ли? Нет, бабушка. Похож. Ох, вещей-то у вас. Документы в порядке? Порядка, начальник, Да порядка. Егором меня зовут. Давай погружаться, справимся. Қане. Чё-то шурум-бурум маловато. Бешбармак толокно, бар? Бар, начальник, бар. Хорошо. Давай, залезай скорее. Вот так. Ну, прощавай, Азия. До приятной встречи. Аксакал, чё ж на родину не смотришь? Надоело, небось, за 70 лет. Так, куда же вас приткнуть? Проходите, Ата, проходите туда. Там есть место. В общем, валитесь, братцы, где попало, по утрянке разберемся. Ну, кончай шурум-бурум, тушу электростанцию. Четыреста двадцать три. 424. 427. Вот ты ведь паровозная мальчика, а? Эй! Эй! Заяц! Где заяц? Да нет, вон! Эй, на катере! Скажи, сколько время? Часы барахлят. Ты чего там ковыряешь? Ну погоди. Тяни. Что, интересная книжка? Условия самовозбуждения генерала. Наверное, генератора. Генератора. Хочешь, я тебе подыщу какую-нибудь другую книжку? С картинками? Можно с картинками. Давайте. Софюшка, помоги нам. Где у нас там книжки лежат? Эх, балалайчику, вы себе струночку, душа мотивами испорчена. Ой, ты души. Глянь, башка. Эй, батя, что у тебя там такое? Это детский череп. Ему 3000 лет. Пацан. Понимаете, это моя работа. Мой сын был археологом. Сделал открытие. Как бы вам объяснить?
Мы должны обрабатывать его материалы, довершить. Астагфируллах ва ясахтайва. Лаборатории, вот, да, всё. Кабр. Ну, пожалуйста, не обращайте внимания. Чего ж ты сразу не сказал, что это твоя работа? Теперь скелеты будут сниться. Баян! Oğlum. Мойся, мойся, чистота – залог здоровья. Вот смотри, эта книжка должна тебе понравиться. Видишь, этот фриз изображает войну богинь с титанами. Смотри, видишь, попросту говоря, последний бой женщин с мужчинами. Во какие здоровые, а? Да, титаны задавлены собственной мощью. А на стороне богинь лучшие, если можно так сказать, прогрессивные мужи того времени. Неужели такие мужики были? Да, теперь таких нет. Ай, Аксакал, Да? иди сюда. Садись. Ты что за человек? Обыкновенный. Нет, ты плохой человек. Интересно. А почему? Ты где раньше жил? В Ленинграде? Больше нигде? Нет, почему же в Москве, на Кавказе, в Берлине? Ага. Разве ты человек? Колючка. Перекати поле. Человек должен знать свою землю, очаг, стан, дома, где родился, где кость предков. 1-0. Ты не понимаешь, старик. Нет твоей, моей земли. Наша земля с тобой общая, большая земля. Людям нужно больше ездить, больше узнавать эту землю. Друг друга. В мире еще нужно много исправлять, узнавать. 1-1. Ты знаешь, старик, почему земля круглая? Башка твоя круглая. Иди к своим костям, иди. Пенальти. Так. На Невской башне тишина, лишь на штыке у часового Фрисси, да? горит. Нет, обедаю. Ты же вчера брился. Че ты понимал в мужской бороде? Что? Хочешь, обязательно понравится ей, да? А как ты думал? Речь прощальная. Слышь, гармошка, а профессорша-то ничего, а? Первый сорт. Софья, па! Смотрите, Что это? здесь была страшная болезнь. Это чума. Баян! Чужим людям не надо было показывать такое.
Для них чума, для нас черная смерть. Две сороки не летают рядом, рядом не сидят. Қонат, мен өзім көргім. А я видел, сидели. Это вороны. Они всегда вместе. Вороны приносят горе. Ее уважают и боятся. Мен қарғаны Я не жек люблю көрем. ворон. Ворону никто не любит, поэтому она долго живет. Ее красоту никто не сглазит. Твой отец был красивым. Дай Аллах тебе его красоту и смелость, но не его судьбу. Ты будешь счастлив, если будешь ничтожен, как трава шенгель, которую не ест скот. Простите, это... Не надо так мальчику. Откуда ты знаешь наш язык? Я по тюркским языкам специалист. Куда едете? В Ленинград. Муж есть? Нет. Он умер. На фронте? Здесь, в Казахстане. Этот человек вам отец? Нет. Он отец мужа. Археолог. Доктор. Нет, не врач, а ученый доктор. Юрка! Ну ты! Делаешь. Понимаешь, с немкой могу объясняться. Ну там это... Хенде... Фирце... Капут, Хонде. Ну, в общем, все это понятно. С полячкой тоже могу. Ну там это... Вся Креф... Мерси... Марта... Ну, в общем, понятно, все это знакомо. А вот по-вашему... Как по-вашему я тебя люблю? А? Чтоб я ей сказал, так она села, понял? Ага. Только чтоб без обмана. Да? Я не дурак набитый. Мен ақымақ. Как? Мен ақымақ. Мен ахмах. Мен ахмах. Вот это по-нашему коротко и ясно. Мен ахмах. Я думал, длиннее будет. Куда ты без очередь лезешь? Куда? Очередь. Очередь. Возьмет старик. О, возьмет, ну что? Hey, Müslüman mısın? Ага.
Карашаимсы? Нет, я чечен. Где едешь? Там еду, на крыше. Зачем так едешь? В твоем возрасте на полу надо спать. Я горец, привык жить высоко. Там воздух чистый. И к Аллаху ближе. По этой дороге везли нас. Долго везли. Я помню. 20 дней ровно. До Кавказа еще 14 дней осталось. Я знаю. Мне бы город проехать, а в горах никто меня не найдет. Зачем туда один едешь? Весь твой народ здесь. Старость приходит. Умирать надо. А где умирать, если не на родной земле? Кавказ! Вы думаете, простой? У меня золотые руки. Танк могу из чепухи собрать. До войны бывало в клеве. Каждый месяц по гардеробу приносил. У меня в квартире в Ленинграде все в зеркалах было, как в комнате смеха. Что, не верите, да? Вот, пожалуйста. Спасибо. Ополоснуться, что ли? Жизнь была, все корком пошла. Кто полил, а? Я говорю, жизнь была, вся пошла кувырком. На фронт попал, ранили. А потом броню дали, в Казахстан на завод отправили. Тяжелое ранение? Тяжелое. Но ничего, не надорвался. Мерси. Ты не смотри, что хлипкий. Чугун он толстый бывает, да ломкий. А сталь, она тонкая, но закаленная. Вот где воевать-то. Ни одного ориентира. От понедельника до субботы все закончили, а в выходной отпраздновали бы победу, 100 водки, хвост селедки и так далее. Летом выезжали на Волгу. Я всплывал дальше всех. Ну, помилуйте, раз так плавают, так же тонут. Вот так. А это наша гимназия. Не учился и Владимир Ильич Ленин. Правда? Да. Мой старший брат был знаком с ним. Вместе учились. А когда Ленину было 15 лет, какой он был, а? Ну, как тебе сказать? Он был малообщителен. У него было немного друзей. Он, знаешь ли, картавил и был рыжеват. Эй, люди!
сын! Дайте имя! Егором называйте, пропадет! Баяном назовите! Как говоришь? Назовите Баяном! Баян! Баян! Хорошо! Так и назову! Счастливого пути! Спасибо, генерал! Ати! Ловите! Баян Батыр. Баян Слу. И, наконец, вещий Баян. Баянов Лыща. Правильно, Баян. Баян, горбушка, трехрядка, трехлинеечка. Ай ты, душечка, красная девица. Ты будешь ученым. У него есть что-то Алешина. Правда, Софьюшка? Ученый должен быть или великим, или не быть. Мы Да. порвем У меня, наконец, все выстроилось. на Так просто. зеленый луг. Нам надо чаще пить Мы водку, чтобы сорвем делать открытие. цветок и сорвем венок. А ну-ка, налейте-ка мне еще, пожалуйста. Ах ты, душа. Хватит, хватит. А о себе? А, рыжий слабак. Брось! Кого ты рыжим обозвал, мы помним. Дай нож. Джу. Ну вот и поговорили. Сколько дней едем вместе, а не знаем друг друга. И не полюбили друг друга, и не возненавидели. Почему? Я же вас полюбил. А меня кто полюбил? Ата, завтра на крыше поедем? Слава Аллаху, нас никто не гонит. Когда есть дом, живут в доме. Ну, на крыше я когда-нибудь поеду, мне здесь уже надоело. Ладно, ладно. На, иди спать. Ата? Ата? Егор? Егор? Софья апа? Софья апа?
Софья апа, М? вы не спите? Да нет, не спится что-то. Виталий Яковлевич опять не здоровится. Ох, скорее бы доехать. Когда остановимся, мы ему достанем молоко. От молока люди долго живут. А сам-то ты молоко часто пьешь? Я еще молодой. Софья апа, скажите, жена может быть старше мужа? Ну, наверное, может. А зачем тебе? У нас соседка есть, Мария. Она тоже сирота. Ей одной очень трудно. Я помогаю, когда время есть. Дувал починил, на дверь хорошую петлю выковал. Очень красивая Мария. Даже красивее вас. Ей сейчас 18 лет. Мне рано жениться. Через 4 года будет 18. Тогда женюсь. В старину имя человека давали 2 раза. Один раз, когда он родится, а потом он растет, растет, и когда совершает свой первый подвиг, то собирают родичей на пир и называют его Ер. Эр – это значит мужчина. А там мне говорит, если мы привезем тело отца, то мы выполним свой долг. Это как подвиг. Ивановна! Голубушка! Ну чего тебе там с младенцем? Вали ко мне, со мной опасней. И вот будет той, и мне дадут второе имя Ер. И тогда я всю жизнь буду Ер-баяном. Мужчина-баян. На нашей улице нет ни одного парня с именем Ер. Я буду первый. Бог ты мой. Ты не боишься раскапывать могилу, везти обратно? А что, там ведь одни кости. Вы ведь тоже кости раскапываете. Мальчик мой. Ты хорошо помнишь отца? А у нас фотокарточка есть. Большая, в военной форме. 5 лет было. Мать умерла. А отец все время с финнами воевал. Потом с немцами. У него 5 орденов. Когда похоронные прислали, дед плакал. Все соседи плачут. И Марьям плачет. А я не могу. Мне стыдно, что я не плачу. Отец все-таки. Я спрячусь, слюнями щеки намажу и хожу. Они высохнут, опять мажу. Они быстро высыхают. Холодно что-то. Иди спать. Пусть тебе приснится хороший сон, Баян. Ер-баян. Нет, рано еще мне так называть. А то где-то услышит, обидится. До свидания. Что? Снова не здоровится? Да, пустяки, Софюшка. Ничего. Ты знаешь, я позавидовал нашему Аксакалу. Редкая цель с натуры, поглощенность единственным. Он неуязвим для мелочей. Все может отринуть. Это покоряет и пугает. Вы слышите? Что-то воет. Волки, что ли? Нет, это ветер. Ночь-то какая светлая, как в Ленинграде.
Как вкусно. Көптірамыз ба? Долго будем стоять? Встречный-то Самс. Встречного ждем. Ол қашан келеді екен? Когда это будет? А Бог его знает. Ата, тезек келдім. Вот кизяк. Ей! Мынау қайтеді? Ты где нашел? Где? Там. Показывай. Показывай скорей. Пошли. Он там. Да, скорей, скорей. Черт возьми. Ну-ка еще. Господи. Осторожней, да, ничего, ничего. Вот. Где? Вот здесь. Вот. Ага. Отойдите, отойдите, прошу вас, отойдите. Ради Бога, не мешайте. Положите на место. Я вам сказал, отойдите. Баян. Понимаешь, Баян, эти кирпичи, что ты нашел, очень ценные. Может быть, это то, что Виталий Яковлевич всю жизнь искал. Тебя дед потерял. Идите. Ну вот, кажется, приехали. Поговорить хотел. Думал, поговорим. Видать, не придется. Камушки, черепки. Человек хоть пропадай. А такая вот наука есть, которая бы человеком интересовалась? Есть, конечно. Я понимаю, у тебя дорога своя, у меня своя. Но сейчас вот прикажи останься, я ж... Ну ты же молчишь. Ты на каком с тобой языке разговариваешь, чтобы ты поняла? Жил я веселый. Тебя встретил, думать начал. Ну как? Да. 9 век. А вдруг это
Укса. Город, который всех сводил с ума. Ты представляешь? А ради этого стоило жить. Все на поверхности. Даже экспедиции не нужна. Работы одному на неделю. Ну, на месяц. Или на два. Тепло-то, лето, воздух какой. А вода здесь есть? Ну, конечно, здесь же люди жили. Им он разъезд в 2 шагах. Софюшка. А потом когда-нибудь я вряд ли смогу. Ну что ж, давайте разгружаться. Ну вот и прекрасно. Да вы что, сдурели, что ли? Я же отвечаю за вас. Молодой человек, прекратите дискуссию. Все решено, ни шагу назад. Кажется, все взяли. Да все. Да я же относил все оставить, все. Да, да, по-моему. Чемоданы, здесь ящики, все здесь. Минах Сахал. Прощайте, Аксакал. Sağ olunuz. Yolunuz bolsun. Он желает вам удачи. Это не надо переводить. Здоровья желаю вам от души. Для нас с вами здоровье – это уже счастье. Rahmat. Al. Sağ До olun. свидания. Ну? Доброго пути. До свидания. Спасибо за все. Да ничего не стоит. Ну, коллега, прощайте. Ты будешь умным, ученым вот с такой головой. Ни одна шапка не полезет. Баян! Ну, до свидания. Счастливо! Саубол, Аксакал! До свидания, Аксакал. Софья! Софья, мен ахмак! Не говори Мен так. ахмак! Мен ахмак, это я дурак по-казахски. Говори, Сауле. Фашист! Софья! Мен ахмак, отставить! Не надо! Саулем! 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 Жагор. Старый человек на крыше едет. Тот? Земляк, что ли? Да. Чечен. Старый человек. Домой едет. На Кавказ. На родине хочет умирать. Места у нас много. Не-не, мне и вас хватает. Из-за вас по шее рубанут. Это ж поезд военного значения, а не шалам-балам. Эх ты, сыновьями не годишься. А сердце у тебя старое. Жалость к людям нету. Без этого пропадешь. А, жалость. Мы слезам не верим, бабье дело. Не быть мне мужем и отцом. Здорово, герои! Здорово. Ох ты. Гуляете, да? Немножко.
Продаешь? Да. Деньги нужны. Погоди. О, ну. Ну, постой. Что за музыка? Немецкая. Немецкая. Русские песни играет? Все играет. Даже Бетховена. Да постой, ты же не туда дуешь. Во. Симфония. Ее, может, фашист сосал, теперь я должен, да? Благословенный Аллахом, жив и здоров твой сын. Все промелькнет, как миг, и года твои помолодеют от радости встречи. Камушки мои не умеют ошибаться. Правдивее правды мои слова. Сын твой не только герой, но и батыр. Тесно орденам на его могучей груди. Живи 100 лет, дорогой. Да сбудутся твои предсказания. На, возьми. Вам тоже погадать? Прошу. На сына? Да. Ваш сын тоже жив, здоров, обут и одет. Все промелькнет, как миг, и ты помолодеешь от радости встречи. Тесно орденам на его могучей груди. Перестань лгать. Мой сын погиб. Я еду за его телом. Если говоришь, говори правду. Будет земля ему пухом. За телом, значит. Время намаза подходит. Если я буду нужен, меня найдете дома. Конечно, молодец. Выиграл. Конечно. Ты еще будешь играть? Как же ему Не будешь? Нет, не буду. А может будешь? Нет, не буду. Не будешь? Так иди! Ух ты, такая. Ты что делаешь? Все! Ух Чё? ты! Ну так и знал. Теперь голову мне из-за вас снимут. Давай скорее!
Залезай. Да бросай ты свою палку. Давай, поднимай его. Тащи, тащи. Связался с вами на свою голову. Мы же чуть не отстали из-за тебя. Откуда деньги? Выиграл у этих пацанов. Эй, сейчас, божись, упрячь! Егор! Егор! А в Ленинграде урюк растет? Был до войны сушеный. У нас только растет. Твой срок приближается. Ты скоро уйдешь. И оставишь мальчишку одного среди людей. Чему ты его научил? Дал ли ты ему закалку на всю жизнь? Сможет ли он быть равным среди равных и неравным в толпе неравных? Какую жизнь ты ему определил, единственному продолжателю твоего угасшего рода? И в твоей ли это власти? Ты понимаешь, что я везу государственное имущество? Мы все государственные. Тебе начальник что сказал? А? Эй, Джагор, Чего? когда поедем? Я откуда знаю, может день, может неделю, он отцепляет нас. Понятно.
Ата, қайда барасыз? Ата, вы куда? Қайда? Куда? Помоги. С дедом происходило что-то непонятное. Егор говорит, что старик выживает из ума. Я старался не оставлять его одного. А брось, да? Что ты давно не бреешься. Отвали ты. Дорогие граждане пассажиры, наш поезд «Экспресс» Алмата-Ленинград прибыл в столицу нашей родины, город Москва. А завтра пойдем в Москву, а? А то нет. Так. Только б ночью не укатили. И на Красную площадь, да? И на Красную. Ты только смотри, от меня не отставай. Народу знаешь сколько? Миллионов так за водовороте, что с ручками-ножками уйдешь. Москва. Ата, завтра пойдем в Москву. Там, где салюты стреляют. Мороженое будем есть, вот такие, вот, да? В Москве есть даже специальные столовые, одним мороженым торгуют. Да. Там па-па-пам, там па-па-пам. Эй! Эй, Шишин! Эй, Шишин! Не бойся, это я. Эй, Чечен, ну что ты боишься? Это я. Какой я тебе чечен? Отстань, пока цел.
Ата! Ата! Егор! Егор! Где Ата? Че, нет, а ты что ли? Спрашиваю, где? Куда ты его дел? Да куда его девал? Че ты ко мне Куда ты пристал? отпустил его? Кто Куда? его отпускал? Кто его заставлял отлучаться? То что, деревня, что ли, какая-нибудь? Он же отстал! Пропадет он теперь! Он же отстал! Да куда? Пусти! Куда? Ты Пусти! что, под колеса, что ли, Пойди ходишь? искать его! Ты что, с ума Пусти! сошел, что ли? Пусти! Пусти! куда? Куда? Пусти, тебе говорят! Что, ненормальный, Он же что ли? пропадет теперь! Пусти! Куда пропадет? Пусти! Да куда? Пусти! колеса, что ли? Ата! 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 Ничего, не плачь. Дед не маленький, не пропадет. Слышь, Бая, удалось тебе это Насакин, а? Может, к нам назовут? Ты один, я один, за братишку сойдешь, а? Слышь, Бая. Да не пропадет твой дед. Время сейчас не военное, человек на ну не на военном, так на таком учете. Да найдут твоего деда. Надо же, целый месяц ехали, ничего, тут какие-то сутки остались. Семечки, жареные семечки. Как же я тебя одного отпущу? Купите жареные семечки. Ты же слышал, 30 верст и все лесом? Жареные семечки. Деревня на отшибе, редко кто со станции туда ходит. Может, со мной поедешь? Все равно пойду. Далось тебе это Насакино. Хоть бы родные там были или знакомые, а то... Эй! Ну погоди ты! Да стой же ты! Ну ты чего? А? Вот дает. Ну ладно. Дай лапу. Ну чего хочешь? Ну чего молчишь? Да иди ты! Сам иди. Ну ладно, писем писать не обещаю, но забыть не забуду. Моя! Не серчай на меня, браток! Когда-нибудь увидимся! До свидания, бояр!
Егор, наверное, уже доехал. Солнце село, можно и поесть. Зато прохладно. А у нас тепло. А да, помнишь, я поймал белого гуся с красными лапками. Здрасте. Здорово. Скажите, это деревня Насакина? Да. Откуда ты? Цыган! Цыган! Тебе чего? Напиться можно? Там.
Ты откуда? Тебя как зовут? Баян, Как? Баян, Гармошка, что ли? я не такой Баян. Баян это имя. По-казахски. Садись. Хочешь? На заработки занесло. Отец мой здесь похоронен. Откуда ему здесь быть? Погиб у вас. Похоронную получили. Погиб у деревни Насакино. Пошли в избу. Пойдем. Проходи, садись. Отец? Да. Погиб в 43-м. Садись. Ешь. А у вас сад есть? Есть. Что это Дарья не идет? Кто это Дарья? Мать моя. А, А яблоки растут? да. У нас 4 яблоки. Груши, остальные урюк. А что это урюк? Вот такой желтенький. Мгм. А корова есть? Сыр есть. Даже ишак есть. Богато живете. О, никак у нас гости. Откуда такой черненький? Из Казахстана. Из Казахстана. О, а звать как? Баян. Ну, здравствуй. Да. Мяса у нас нет, но я маслом заправила. А мясо скоро будет. Сейчас ведь не война. Ешь. Дай-ка хлеба. Это что, сахар? Это Курт. Курт? Угу. У нас немец был Курт. Фашист. Кислый. А мне нравится. Что это? Здесь был блиндаж. А тут бомбили. А сколько здесь человек погибло? Может быть, 1000. Немцев? Нет, наших.
Немцев больше. Ой, пушка. Немецкая, 200-миллиметровая. Ну, Из нее фрицы по Ленинграду били. так далеко? Как трахнет, так полулицы нету. А как ее притащили? На тягачах. Их тут много было, штук 100 или 200. А где они? Укатили, когда драпали. А эту наши подбили. Я откопал. Вот. Почему такая большая? Братская. Твой брат здесь? Нет, это так называется. Их здесь много. Они все вместе погибли. А мой отец? Читай. Зачем это? Святым людям. Дедушка так делает. Василий, а ты моего отца видел? Нет, откуда? Постой, постой, постой. Чернявый такой, здоровый, да? Да нет, он как кота был. Точно. Наверное, видел. Что теперь будешь делать? Деда найду. Где? Не знаю где, но найду. А потом? Потом поедем домой. Спасибо, тетя Дарья. Не за что. Смотри, лесом не ходи, на ней не подорвешься. Выходи на шоссе и голосуй. Может, машина попутная будет. Ладно. А когда приедешь, сразу напиши, слышишь? Хорошо. И адрес не потеряй. Ох, Господи.
Bayan! Bayan! Ata! Ata! Alakay ata! Ata aşkına! Alakay ata! Sikme! Sikme ata! Bir haz koyacağız biraz! Sikme diyeyim ata! O istirasında da lazım getirme! Bir haz! Ata! Bir haz ata! Balam! Balam! Yer balam! Bayanım! Çalgısın!